Он прожил жизнь тихо, достойно и честно. Без громких историй, без скандалов, только работа, характер и искренность, за которые его уважали все, кто был рядом. Но когда его карьера поднялась на новый уровень, а личная жизнь наконец наполнилась светом, все оборвалось в один единственный день. Трагедия забрала человека, чья доброта стала частью корейского кино. Сегодня мы вспоминаем актера Ким Джу Хёка, его путь, его сердце и тот последний поворот, который изменил все. 30 октября 2017 года в Сеуле все начиналось как обычный будничный день. Ким Джу Хёк сел в свой автомобиль, чтобы поехать по делам, как делал это всегда. Он был спокоен, не спешил, просто двигался по знакомому маршруту, не подозревая, что каждая секунда приближает его к точке, после которой уже не будет возвращения. На одном из участков дороги его машина внезапно потеряла управление. Автомобиль резко отклонился, перевернулся и врезался в стену жилого комплекса. Прохожие бросились к машине, вызвали помощь, пытались держать его в сознании, но судьба оказалась беспощадной. Травмы были слишком тяжелыми. В тот день Корея потеряла человека, которого уважали за сердечность, спокойствие и редкую человеческую доброту. Его уход стал ударом не только для родных, но и для всей индустрии, словно исчезла опора, на которую тихо, но уверенно опирались многие. Эта трагедия стала точкой отсчета, после которой люди начали вспоминать. Кто он был, что успел сделать, кого любил и какой след оставил. Ким Джу Хёк родился 16 октября 1972 года в Сеуле. Он появился на свет в семье, где уважение, спокойствие и честность были важнее любых слов. Главным ориентиром в его жизни стал отец, актер Ким Му Саэн. Он не был звездой громкого масштаба, но обладал тем, что особенно ценно в кино – глубоким профессионализмом и человеческой мудростью. Джу Хёк рос тихим и наблюдательным ребенком. Он никогда не был из тех, кто старается привлечь к себе внимание. Ему было комфортнее сидеть в углу комнаты, слушать взрослых, смотреть, как отец работает над ролями, как он учит текст, как превращается в другого человека. И именно в эти моменты у мальчика появлялось внутреннее желание однажды тоже стоять перед камерой. Но он почти не говорил об этом вслух. Ему казалось неправильным ехать по рельсам отца и пользоваться известностью семьи. Он мечтал добиться всего сам, шаг за шагом, через труд и терпение. Его мать всегда поддерживала его тихую, спокойную натуру. Она говорила, что в мире уже достаточно тех, кто громко кричит о себе, а вот добрых и скромных людей мало. Эти слова навсегда остались с Джу Хёком и определили то, каким человеком он будет во взрослой жизни. Так прошло его детство, без громких событий, но наполненное теплыми вечерами, семейными разговорами и примером отца, который научил его самому главному. Быть человеком важнее, чем быть знаменитым. Когда Ким Джу Хёк решил стать актером, он понимал, путь будет непростым. Он не хотел пользоваться именем своего отца, хотел доказать все сам. Первые роли были маленькими и незаметными, но он никогда не жаловался. Он приходил на съемки раньше всех, учил текст до ночи и спокойно принимал критику. Постепенно режиссеры увидели в нем то, что редко встречается – честность, дисциплину и умение передавать эмоции без лишних слов. Его спокойная харизма, мягкость и внутренняя глубина выделяли его среди других. Зрители начали узнавать его, а коллеги – уважать за доброту и отсутствие звездности. С годами Джу Хёк стал актером, которому доверяли серьезные роли. Он не стремился к громкой славе, но она пришла сама, в тот момент, когда он был к ней готов. И даже став популярным, он оставался тем же человеком, тихим, внимательным и благодарным каждому, кто был рядом. Так он прошел путь от незаметных эпизодов до актера, чье имя связывали с честностью, стойкостью и редкой человеческой теплотой. За пределами съемочных площадок Ким Джу Хёк был человеком удивительно светлым. Он не любил рассказывать о личной жизни, избегал шума,
не стремился выставлять свои отношения на всеобщее обсуждение. Он считал, что любовь – это то, что нужно беречь от чужих взглядов. В его жизни были отношения, которые длились годами, и в каждом из них он оставался таким же, каким знали его друзья, внимательным, теплым, мягким в словах и действиях. Он редко говорил о чувствах вслух, но умел показывать их поступками, тихими, простыми, но искренними. После одного из тяжелых расставаний он долго не возвращался к романам. Друзья говорили, что он переживал все глубже, чем показывал, и долго не мог открыть сердце заново. Но со временем судьба привела в его жизнь актрису Ли Юйон. С ней он словно начал дышать по-новому. Он стал улыбаться чаще, говорить о будущем, о доме, о возможной семье. Люди, которые были рядом, отмечали, что Джу Хёк наконец выглядел по-настоящему счастливым. Он говорил друзьям, что хочет стать хорошим мужем, поддерживать, заботиться, строить тихую, теплую жизнь вдали от суеты индустрии. Он мечтал о семье, где будет больше смеха, чем слов, и больше доброты, чем шума. Но все это так и осталось мечтой, которая не успела стать реальностью. Его сердце было готово к большому, светлому будущему, но судьба распорядилась иначе. И именно это делает его историю такой больной. Человек, который отдал людям столько тепла, не успел построить свое собственное маленькое счастье. Последний год жизни Ким Джу Хёка был полон светлых перемен. Он, наконец, почувствовал уверенность в себе. Его роли становились глубже, предложения серьезнее, а признание заслуженным. Он вошел в возраст, когда человек уже не гонится за славой, а просто делает свое дело честно и спокойно, как и хотел всегда. Он работал над проектами, которые приносили ему настоящее удовольствие. Режиссеры чаще приглашали его в главные роли, зная, что Джу Хёк способен передать эмоцию точнее любого текста. Коллеги говорили, что он стал особенно собранным, сосредоточенным, будто готовился к новому этапу и в карьере, и в жизни. Его личная жизнь тоже начала наладиться. С Ли Юйон он говорил о будущем, о доме, о простой и тихой жизни, той, о которой мечтал много лет. Он хотел стать надежной опорой, хотел создать семью, где будет тепло, спокойствие и взаимное уважение. Эти планы не были громкими, они были настоящими. Но судьба умеет обрывать даже самые добрые намерения. Когда Джу Хёк строил новые проекты, продумывал роли, обсуждал с близкими, куда поехать осенью, никто не мог представить, что ближайшие дни станут последними. Он уходил не как человек, завершивший путь, а как тот, кто только готовился жить дальше. И поэтому его история так тяжело воспринимается людьми. Он не был человеком громкого характера, не делал резких движений, он просто жил честно, работал тихо и относился ко всем с уважением. Он оставил после себя роли, воспоминания и ту мягкую доброту, которой делился без лишних слов. Его последний год был началом чего-то большого, но мир увидел только начало. И именно это делает его память такой светлой и такой больной. Мы знаем, что он мог бы сделать еще больше. Но все оборвалось слишком рано. Он ушел слишком рано, оставив незавершенные планы, недосказанные слова и тепло, которые так щедро дарил людям. Но память о Ким Джу Хёке не исчезла, она живет в его ролях, его доброте и той тишине, которую он оставил после себя. Иногда самые светлые люди уходят первыми. И, возможно, именно поэтому их помнят дольше всех.